Здравствуйте, вы на канале Голос Анха. С вами Хабиб. И сегодня в видео я расскажу про ближайшее новолуние, которое ожидает нас уже 16 мая. 16 мая в 23:02 по московскому времени произойдет новолуние в знаке Тельца. И это событие обещает стать одной из самых значительных энергетических вех весны. Новолуние, как астрономическое явление, часто воспринимается как время обновления и начала чего-то нового. Однако влияние этого конкретного новолуния будет ощущаться не через резкие и громкие изменения, а скорее через более тонкие и незаметные преобразования. Это время, когда сама реальность начинает постепенно перестраивать внутренние опоры человека, меняя не столько внешние обстоятельства, сколько его отношение к ним. Этот лунный цикл, который продлится до 15 июня, задаст определенный тренд, основной мотив которого заключается в возвращении к настоящему. Важно будет сосредоточиться на своем теле, чувствах, желаниях и простых радостях жизни. В это время мир, кажется, перестает требовать от нас постоянного напряжения и начинает подталкивать к более живому, мягкому и искреннему состоянию. Многие люди могут неожиданно ощутить усталость от бесконечной гонки за успехом, от эмоционального шума и постоянной необходимости чего-то доказывать окружающим. Это ощущение может привести к внутреннему желанию упростить свою жизнь, убрать лишнее и перестать тратить силы на то, что давно утратило смысл и не приносит радости. Такое желание не следует воспринимать как слабость, это скорее важный внутренний сигнал, который указывает на необходимость перемен. Есть моменты, когда судьба приходит как буря, с резкими поворотами и неожиданными событиями. Однако в данном случае изменения будут происходить более плавно и незаметно. Они начнутся с нового ощущения себя, с внутренней честности и понимания того, что прежний способ жизни больше не подходит. Именно такие тихие и незаметные повороты в судьбе часто оказывают более глубокое влияние на жизнь, чем любые кризисы. Как же будет ощущаться этот лунный месяц? В течение этого времени люди могут начать воспринимать свою жизнь более телесно. Организм станет основным индикатором внутренней правды. Там, где человек продолжает игнорировать свои истинные потребности и желания, могут возникать усталость, эмоциональная тяжесть, раздражительность или даже ощущение внутреннего опустошения. В то же время это новолуние принесет удивительное чувство заземления. Многие могут почувствовать необходимость замедлиться, убрать лишнюю суету из своей жизни и создать вокруг себя пространство, в котором будет комфортно и спокойно дышать. Важным аспектом этого периода станет не только стремление достигать целей, но и желание жить так, чтобы сама жизнь перестала напоминать бесконечное преодоление. Это время, когда стоит задуматься о том, что действительно важно, и сосредоточиться на своих истинных желаниях. Соединение Луны с Меркурием в этом лунном месяце сделает его временем внутренней ясности. Мысли станут более честными и приземленными, а способность замечать причинно-следственные связи между эмоциональным состоянием и происходящими событиями усилится. В этот период важно будет не только прислушиваться к своим внутренним ощущениям, но и осознавать, как они отражаются на окружающем мире. Люди могут начать видеть, как их эмоциональное состояние влияет на события в жизни, и это понимание может стать мощным инструментом для личной трансформации. Возможно, многие начнут осознавать, что для достижения гармонии в жизни нужно не только действовать, но и быть в состоянии принимать себя и свои чувства. В целом, это новолуние в Тельце станет временем, когда можно будет по-новому взглянуть на свои жизненные приоритеты и ценности. Это период, когда стоит задуматься о том, что действительно важно, и начать двигаться в сторону упрощения своей жизни. Не стоит бояться изменений, которые могут произойти в этот период. Наоборот, стоит открыться новым возможностям и позволить себе быть более искренними и настоящими. Такое возвращение к себе, к своим настоящим желаниям и потребностям может стать началом нового этапа в жизни. Этот лунный месяц будет подталкивать к тому, чтобы освободиться от ненужного и сосредоточиться на том, что приносит радость и удовлетворение. Важно помнить, что изменения могут происходить постепенно, и иногда самые значительные трансформации происходят в тишине и спокойствии.
когда мы прислушиваемся к себе и своим внутренним ощущениям. А на сегодня это все, и помните, это новолуние в Тельце станет не просто астрономическим событием, а важным моментом для личной трансформации и переосмысления своей жизни. Это время, когда стоит обратить внимание на свои истинные желания и начать двигаться в направлении, которое будет приносить радость и удовлетворение.